и мы потом поговорим об этом еще. Я очень рад вас всех приветствовать, хотя я вас не вижу. Но я чувствую, что я рад вас очень приветствовать. И что вы смотрите, и что вас много. И даже если вас не очень много, все равно безумно рад, что есть наши близкие души пришли к нам для того, чтобы мы передали то, что накопили за свой опыт вам. Вот такая вот история. Кое-что я уже посмотрел. Мне нравится ваша работа. Я посмотрел документальные фильмы. Как Владимир уже сказал, я занимаюсь телевидением, документалистикой, поэтому и телевизионные проекты мы можем с вами обсудить, и документалистику, естественно. Готовьте вопросы. Это очень важно. И вопросы должны быть углубленные. Такие, о которых можно действительно глубоко интересно рассматривать и рассказывать, передавать свой опыт на основании ваших вопросов. Поэтому смотрите свои фильмы, смотрите чужие фильмы и задавайте вопросы, почему так, а не так, почему здесь худо, а здесь хорошо. И хочу сказать сразу, чтобы вы меня, дорогие мои, правильно понимали. Первое, что скажу. Я не видел вас, я вас уже очень люблю. Это раз. И поэтому, когда я буду вас не совсем хвалить, указывать вам на ошибки, не расстраивайтесь и не обижайтесь. Из этого происходит накопление профессионализма. Так что давайте готовьте вопросы, а я буду, конечно, и с критикой, и как бы с похвалой. И с кнутом, и с пряником, как говорят. Так что давайте будем настроиться на работу и на рабочее состояние. Вот это, мне кажется, очень важно. И тогда это будет очень продуктивная наша встреча, и она обязательно даст свои плоды. Ну вот, наверное, как бы я могу долго еще говорить, я остаюсь за время. Спасибо всем, кто меня разрешил. Да, спасибо большое, Гена, вот, за твою речь, за твое приглашение. В этом есть какой-то смысл, когда учителя, мастера, они немножко строги с учениками для того, чтобы ученики росли в этой строгости. Но при этом, я думаю, что на наших показах и обсуждениях мы также будем не только говорить про зону роста, но и отмечать вот эти вот ценности и важные моменты, которые ребята сделали уже в своих фильмах. Правильно? Конечно, то, что они уже безусловно. Обязательно. Конечно, без похвалы никто не уйдет. Здорово. Спасибо тебе большое. Приглашаем вас 24-го. Будет первая встреча, будет просмотр документальных фильмов. 25-го будет мастер-класс с Геной на тему документального кино. А 26-го мы будем смотреть телепрограммы. Тоже вместе с Геннадием. Вот, пожалуйста, пометьте себе и приходите к нам. Да, спасибо большое. Мы продолжаем наше дальнейшее знакомство. И сейчас очень хочется рассказать об удивительной личности. Я когда читаю ее регалии, я, конечно, в шоке. Это мягко скажем. Потому что для меня это просто грандиозная личность, которая в себя вмещает очень многое. Вот, очень много талантов. И я считаю, что это просто победа, что у фестиваля такой педагог. Потому что педагог этого нашего фестиваля, актриса, сейчас я только одно скажу, актриса Ольга Дунаева, а потом начну читать регалии. Потому что она еще режиссер, педагог, искусствовед. Она продюсер премии за доброту в искусстве, это потрясающая премия, я всем желаю участвовать. Она генеральный продюсер Баталов фестиваля «Журавли» Алексея Баталова. Также она художественный руководитель кинофестиваля «Хрустальный ключи». Она член гильдии актеров кино России. Она член правления молодежного центра Союза кинематографистов России. И боже, я дальше, если я буду дальше будет очень. Вот, Оля, мы передаем тебе слово, пожалуйста, подключайся к нам. Оля, звук, включи, пожалуйста. Не слышно сейчас тебя. Вот. Меня слышно? Да, просто
кто-то мне отключил микрофон, я этого не делала. Здравствуйте, дорогие друзья, я очень рада видеть мастеров, с которыми мы не виделись год. Я рада видеть Наташу, потому что я еще выходила на видеосвязи, и вот на совещании мы были, это Наташа все время или где-то просто от детей отдыхала. Поэтому я счастлива, что мы можем встретиться. Я счастлива, что фестиваль проходит. Да, безумно хотелось в Минск, который я полюбила в этом году. Очень хотела общения, но происходит так, как происходит. Я рада, что в том году мы познакомились, в том году очень много было классных ребят, и мы очень много работали, пригласили в нашей премии, и даже лауреаты Света стали лауреатами премии на благо мира. Это было не раз, это не одна работа, поэтому в этом году мы тоже всех сразу автоматически приглашаем к нам участвовать. Я сейчас нахожусь не дома, я единственная, наверное, из всех нахожусь в нашем офисе в Москве. И за моей спиной, естественно, наш баннер. И я, в общем, очень рада, что хотя бы как-то мы можем работать. И вот эта ситуация, в которой мы все оказались, она, безусловно, нас обучает. Она обучает нас жить даже в этих условиях, трудиться даже в этих условиях, создавать контент, общаться с людьми, не оставлять наших авторов, которые оказались, конечно, самой группой, наверное, пострадавших, потому что работники культуры, искусства, они сейчас наиболее такая вот получилась обиженная часть населения, потому что вообще без работы и совершенно непонятны. Вроде бы как открывают театры из середины июля, но непонятно в каком режиме. С сентября должны были бы открыть театры, но сейчас прошла информация, что, может быть, этого вообще не состоится до следующего сезона театрального, который будет через год. Поэтому, дорогие ребята, в этой ситуации мы все должны собраться и начать творить очень интересные вещи, несмотря ни на что, потому что контент всегда нужен, и он нужен в информационной, в цифровой среде. Я, конечно, самый злобный педагог этого фестиваля, потому что я буду разбирать ваши работы. И сразу предупреждаю, что я очень ко всем заранее отношусь хорошо. Поэтому со всей любовью буду критиковать и буду отмечать то, что вам удалось. Я думаю, что будет интересно, потому что в прошлом году как-то мы собирали аншлаги в виде работы. И надеюсь, что в этот раз тоже будет здорово. Спасибо большое, Оля. Спасибо. Мы тоже очень надеемся, что будет интересно, здорово. Сейчас, когда вы говорили, я вспоминал все, что происходило на прошлом фестивале, и все встречи с тобой. Это у нас каждый вечер было обсуждение, каждый день были какие-то творческие, актерские штуки от тебя. Поэтому спасибо тебе большое, что ты с нами. И в этот раз у нас каждый день с часу до 4 будут проходить творческие встречи, показы, обсуждения вместе с Олей, а также 27 числа в 10 утра мы приглашаем вас на творческий мастер-класс, который проведет Оля по актерскому мастерству. Мы вместе с ней поговорим, обсудим, как можно заниматься актерским мастерством с собой в условиях самоизоляции. Володь, мы даже провести опрос, что детям интересно. Если они хотели бы увидеть конкретные упражнения в какой-то части, мы можем часть времени этому посвятить. Если есть какие-то вопросы по поступлению, по обучению, могут заранее прислать, я уже подготовилась и уже на какие-то конкретные вещи ответила. Здорово. Спасибо большое, Оля. Спасибо. Благодарим вас. Сейчас не знаю, да, вот я читаю чат Ютуба и вижу, что есть сложности со звуком. Да, что когда кто-то это, конечно, расстраивает, когда выходит кто-то на связь еще, кроме Владимира и Натальи. То есть звук именно плохой, когда говорят наши мастера. Правильно мы вас поняли? Напишите, пожалуйста, в чате. То есть, когда мы с Наташей говорим, все в порядке. Вот они мы, единоличники. Сделали, что у нас звук хороший, а у всех мастеров плохой. Простите нас, пожалуйста. Да, все пишут в комментариях. Есть определенные сложности с интернетом.
проверяли столько дней, все переподключали, делали звонки на много разных людей, и все было хорошо. Но видите, надо было дождаться, что начнется открытие. Мы знали, что, конечно, не будет скучно. Вот, поэтому простите нас, пожалуйста, мы все читаем, у нас сидит специальные команда организаторов, технический директор, который тут же пытается все это решить. Не думайте, что мы игнорируем, не видим, все видим. Вот, мы сейчас попробуем, вот спрашивают, можно ли одно окошко вставлять включенным. Будем сейчас смотреть, что можно сделать. Да? Да. И чтобы чуть-чуть постараться как-то сейчас решить этот вопрос наилучшим образом, мы хотим попросить нашего гостя, сейчас он подключается, Илья. Это замечательный человек, мы познакомились с ним уже год. Как? Илья Ларионов. Это профессиональный менталист, это мастер иллюзии, один из лучших фокусников России. Он одновременно выступал для 6 президентов. Я все не могу понять, одновременно. Это они были в одном месте или они были в разных местах, и он одновременно перед ними выступал? Илья, я надеюсь, ты поделишься этим секретом. Вот. Автор и ведущий телепроекта «Школа волшебства» имеет в арсенале более 300 взрывных фокусов. Я лично видел, наверное, не все 300. Не все 300. Вот, уверен, что и сегодня Илья нас чем-то удивит. Вот. А также у него больше 4000 выступлений по всему миру. И я думаю, что, наверное, тоже одновременно все эти выступления проходили. Илья, передаем тебе слово. Спасибо, я на связи. Определенно это выступления, которые не могли пройти одновременно в одно и то же время, но я очень рад приветствовать вас всех на этом замечательном фестивале, и я попытаюсь совместить сегодня свое искусство с наставлениями, которые помогут вам делать качественный контент впоследствии. Дело в том, что если мы видим какой-то предмет, он может быть вредным внешне, но применяя к нему свое прикосновение, своим сознанием, своим творчеством, мы из этого предмета можем сделать достаточно вкусный предмет, вкусную картинку, то, что и будет происходить, я думаю, у вас на фестивале. Я хочу, чтобы вы помнили такие моменты простые, как вот недавно мир был охвачен пандемией, и мы могли видеть, как люди скупали туалетную бумагу, не понимая вообще, зачем они это делают. Но я вам сейчас покажу, зачем было это нужно. И говорится, что то, что бы ни делал великий человек, остальные люди будут следовать его примеру и действовать так же. Поэтому кто-то знал, что если правильно сложить кусочек туалетной бумаги, то из него может как минимум образоваться шуршащая купюра такая. Вот в одном рулончике туалетной бумаги таких купюр где-то около 54. И я думаю, что вы, приобретая вот этот новый навык на этом фестивале, сможете при помощи своих идей точно так же впоследствии вводить, так скажем, бумажные купюры в свое творчество и благодаря вот этому увеличивать благость окружающих вас людей. Еще один пример, который у меня возник, не нужно будет взаимодействия сейчас. Я думаю, что с Наташей и Вовой мы сейчас мы их присоединим. У меня в руках есть тик-так, но если его потрясти, то он превращается в колоду карт. Как это? До того, как мы начали, до того, как я вошел в эфир, я перевернул одну карту. Дело в том, что любой человек, который так или иначе занят в киноиндустрии, он имеет видение, да, то есть что может послужить результатом его творения. Вот он создал какой-то кинопродукт, да, что будут ощущать люди. Самое ценное – это, конечно, зашить туда эмоции, независимо от формы. И вот я постарался зашить вашу эмоцию сюда, в эту колоду карт. Я перевернул одну карту до того, как мы начали этот эфир. Наташ, любая карта, которая придет в голову, называйте ее вслух. Дама червей. Дама червей. Это удивительный выбор.
Почему это именно так? Почему это удивительный выбор? Потому что во всей колоде с самого начала лежала одна карта рубашкой вниз. Это будет удивительно, если будет дама червей, и так оно и есть. Вы сговорились? Нет, мы не договаривались. Я желаю сейчас, чтобы вы свои эмоции, которые у вас возникают, осмеливались одевать в разные формы, потому что самое ценное, что есть в кинематографе, это та идея и те эмоции, которые испытывает человек, созерцая ваше творение. Вот, если до этого, например, у него в душе какая-то дыра, то есть все же мы так или иначе иногда теряем смысл жизни и находим его, соприкасаясь с другими людьми, с их идеями, творчеством. И вот для этого эффекта у меня есть такая карта с небольшим отверстием внутри. Вот. Но, как говорится, что иллюзия ломается там, где встречаются парадоксы, и можно увидеть истину. Вот всем же видно, да, это небольшое отверстие, которое по факту является всего лишь наклеечкой на карте. Это парадокс. Это парадокс. И я желаю вам, чтобы в вашем творчестве, чтобы вы, находясь на этом фестивале, для себя брали такие идеи, которые через ваше творчество смогут в сознании людей вызывать вот эти парадоксы, потому что только созерцая их, могут возникнуть разумные вопросы какие-то. Ну и давайте я покажу последний, финальный на сегодня, возможно. Это у меня есть такая резинка. Ведь знаете, бывает, ну это такое течение времени, оно удивительно. Когда-то для вас 2 часа проходит на одном дыхании, а когда-то вы сидите 5 минут и ждете, когда же они закончатся, и они для вас растягиваются во времени. Так вот, я желаю вам научиться делать так, чтобы, когда ваше творение люди будут смотреть, то время для них останавливалось. Чтобы время для них останавливалось, и более того, если бы мы говорили в категории скорости, чтобы скорость, с которой бы у вас начался креативный процесс, она была бы как минимум молниеносной, вот такой. Как это? Илья, это 300 плюс еще 303 фокуса, которые я сейчас увидел из твоего арсенала. И я понимаю, сейчас прости, что вот все, что ты сказал, это нам для кино очень нужно. Такой рулон туалетной бумаги нам очень нужен. Представляешь, сколько фильмов, не один, я бы сказала. Сколько фильмов классных мы можем и добрых сделать, сколько фестивалей мы можем провести по всему миру. Вот, история с иллюзией, с картой, ну это же кино, это же тоже иллюзия. Это замечательная иллюзия творчества такого, поэтому то, что ты делаешь, это удивительно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Нам очень близки наши искусства. Спасибо вам большое, участники фестиваля, за то, что смотрите этот замечательный фестиваль онлайн. А я с вами прощаюсь и передаю слово снова Владимиру. Спасибо вам. Спасибо, Илья. Вот так вот мы с вами уже чуть-чуть ощутили и понимаем, что кино – это иллюзия своего рода, да, потому что это что-то волшебное, непонятное. Мы, кинопроизводители, долгое время работают, снимают, придумывают, и потом зритель приходит, садится, и происходит представление. Там в чате, слушай, пишут, что это магия вообще. Я тоже считаю, что это магия. Я никак вообще это объяснить вот никогда не могу. Я уже на шоу пошла, я села во второй ряд. Правда, я уже сидела, смотрела, как это можно сделать. Я до сих пор не понимаю. Мне первое, что пришло в голову, я назвала. Как можно? Давайте, смотрите, есть один тест. Сейчас я проявлю такой тоже пример своего фокуса. Илья, не знаю, хороший я ученик или нет. Есть один нюанс. Наталья Морозова никогда не врет. Это вы сразу поймете, что если она врет. Наташа. Да. Ты сговорилась с Ильей и знала, что будет специальная карта? Нет. Я не умею врать. Я палилась маме своей, и даже за 30 лет, 31 год совместной, 31 год своей жизни, за 12 лет
замужем, я так и не научилась врать. И где-то, наверное, лет 10 назад я поняла, что хватит уже даже пробовать пытаться, потому что все равно это не получается. Поэтому я, правда, не сговаривалась, я вам серьезно говорю. И как это можно назвать первую вообще в голову карту, чтобы она там появилась, не понимаю. Ну ладно, это, конечно, вообще... Спасибо, Илья. Спасибо большое за такой сюрприз. Я буду теперь очень надеяться и предлагаю вам тоже, чтобы в следующем году Илья приехал к нам в Минск и лично смог с каждым из вас встретиться и показать вам что-то удивительное и интересное. Так что приглашение Илье уже надо отправить сейчас. Вот, можете уже написать в комментариях, подписаться под этой петицией, чтобы Илья Ларионов обязательно приехал на Киносвет 2021. Итак, а теперь мы хотим вас познакомить со следующими мастерами иллюзии. Да, удивительными, на самом деле. Удивительная семья, с которыми мы знакомы уже много лет. Вот, а на фестивале они уже третий год, получается. Третий год. То есть один фестиваль, не знаю, где они вообще ходили, почему не попали. Вот, но слава богу, что теперь они всегда с нами. И это действительно удивительная семья мультипликаторов, которые создают чудо своими руками. Как-то вообще тоже, это правда тоже отдельная магия для меня лично, потому что я как режиссер кино вообще не понимаю, как это создается. И о них тоже хочется сказать, что это Алексей и Елена Сыч, да, то имена не назвали, потому что они в сердце уже, и кажется, даже назвать не надо, вы и так все поймете. И они руководители Луганской академии мультипликации, они авторы проекта и педагоги Луганской школы мультипликации «Фантазеры», а также Алексей является режиссером полнометражного анимационного фильма «Наш» и директор студии «Формат». А Лена еще сейчас оформитель детских книг, еще и художник-постановщик студии «Формат». А еще она создает очень красивые игрушки, скажу я вам честно. Игрушки? Да, ну вот то, что она рисует и создает. Ты не видел, что ли? Игрушки не видел, но картины вот в социальных сейчас, сетях да? я подписан. Картинки вот эти, они замечательные. Я в восторге от семейства кактусов. Если вы не знаете, о чем я говорю, срочно нужно подписаться на Лену в ВКонтакте, в Фейсбуке и посмотреть удивительные образы, которые вы создаете. Вот передаем слово этой замечательной семье. Рады вам. Сейчас идут фотографии, видео, да? С прошлых работ, да. Сейчас. Передаем вам слово. Лена, Леша. Да, здравствуйте всем. Вот, рада вас приветствовать на фестивале. Вот, очень рада на самом деле. Очень хотелось, конечно, всех увидеть воочию, прикоснуться к вам душами, как бы вот. Но в онлайне тоже есть свои прелести. То есть на самом деле, то есть будем искать хорошее. Вот, мы хотим всех поздравить с открытием фестиваля. Вот, желаем хорошего всем просмотра. Критиковать мы, наверное, будем мало кого-либо. Мы посмотрели анимационные работы, нам очень понравились. Вот. Поэтому, что тут можно сказать? Всем спасибо, что вы с нами. Вот. И до встречи на мастер-классах. Спасибо, передаем слово Володе. Спасибо вам, что вы с большая честь, большая честь в этом мероприятии. И у нас, получается, какого числа будет обсуждение, встреча? Завтра уже 23-го да. Мы можем соприкоснуться с Леной и с Лешей на просмотре мультипликационных фильмов, и где ребята обсудят, посмотрят, проанализируют, подскажут что-то тем, кто уже снимает мультики. И если у вас будет желание соприкоснуться с ними больше, вы обязательно напишите об этом в чате, и у нас есть возможность организовать дополнительную встречу для тех, кто хочет, вот именно встречу с Леной и с Алексеем, и вы уже сможете глубже пообщаться на тему мультиков, как их делать, на что обратить внимание, вот, и просто поговорить с этой замечательной семьей. Спасибо вам. Спасибо большое. А дальше мы хотим представить вам еще одного мастера, это новичок в нашем фестивале, Дмитрий Мишин. Но совсем не новичок. Он точно не новичок в кинопроизводстве. Дмитрий, тоже с большим удовольствием зачитаю
ваши регалии. Вы в данный момент являетесь действительным членом Международной академии телевидения и радио. Вы в настоящее время являетесь аспирантом кафедры эстетики в ГИКа и также учредили и занимаете должность генерального продюсера компании визуального искусства «Первая студия». Я уверен, что это далеко не все ваши таланты, и нам, дорогие участники, предстоит во время этого фестиваля намного глубже соприкоснуться и познакомиться с Дмитрием. Мы очень долго искали оператора, и у нас есть много друзей, знакомых, талантливых, очень опытных ребят, профессионалов своего дела, но, к сожалению, общаться с детьми может не каждый. И вот благодаря Геннадию мы смогли познакомиться в этот раз с Димой, с Дмитрием, и хотим поприветствовать и передать вам слово. Спасибо вам большое, Дмитрий, что вы будете с нами на время этого фестиваля. И мы будем рады услышать вас и пообщаться с вами ближе. Спасибо. Да. Спасибо большое. Хочу всех поздравить с началом работы фестиваля. И вот такой, ну что ли, такая маленькая история по поводу света и цвета. Если каждому из нас дать белый лист бумаги и фломастеры и попросить изобразить небо и солнце, то небо будет какого цвета? Синего. Голубого, да. А солнце? Желтого. Вот. На самом-то деле солнце-то оно не желтое, а белое. И мы его воспринимаем желтым относительно синего купола неба. И как бы вот эти странные такие загадки света и цвета, которые мы каждый день можем видеть вокруг нас, и не только об этом, как бы я попробую рассказать ребятам и открыть тайны профессии оператора. На самом деле эта профессия очень сложная, как и все профессии в кино, но, на мой взгляд, она невероятно интересная. Поэтому приходите на встречу онлайн и пообщаемся о профессии оператора. Спасибо. Класс. Спасибо вам большое, Дмитрий. Видите, волшебство продолжается. Солнце, оказывается, не желтое, а белое. И это игра света и цвета. Так что я думаю, что удивительно будут эти встречи проходить. И я лично уверен, что буду очень много полезного и важного выносить из этих встреч. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо всем дорогим мастерам. В данный момент это все мастера, кто смогли подключиться к нам на наш фестиваль, но это еще не все, с кем вам предстоит встретиться. Да, и сейчас хочется представить еще одного педагога фестиваля, который сейчас не смогла присутствовать, но она записала небольшое видео, приветствие для всех вас и для всех нас на самом деле. Это педагог фестиваля Марина Таргакова. Марина Таргакова, она практикующий психотерапевт, она специалист по семейной, по детской психотерапии, она президент медицинской корпорации «Брант», а также она ученица Александра Хакимова и Шалвы Аманашвили. И сейчас мы включим небольшой ролик, приветствие. Ролик ее обращения к нам, ко всем. Вот. Секундочку. Готово, да? Дорогие друзья, я хочу поздравить вас, себя и весь мир, вот не побоюсь этого слова, с открытием этого замечательного фестиваля «Киносвет». Я знаю, как все его ждали, организаторы ждали, участники ждали, волновались, но тут жизнь несла свои коррективы. Нас закрыли всех на карантин, и это самое время для того, чтобы провести с еще большим размахом и глубиной этот фестиваль. Почему? Да потому что мир отчаянно нуждается в свете. Мир отчаянно нуждается в светлых новостях. Мир нуждается в светлых образах, в светлых фильмах, для того, чтобы на сердце стало чище. И вы знаете, вот если спросить у всех людей этого мира, хотите ли вы жить в светлом мире? Конечно, скажут все.
все, и дети, и взрослые, и старики, люди разных национальностей, разных вероисповедований. Это то, что нас объединяет. Мы все хотим жить в светлом мире. А я задам другой вопрос. Хотите ли вы творить этот свет? И вот тут многие задумаются. Кто-то скажет, что у меня нет времени. Кто-то скажет, что это вообще, я вообще не творческий человек. Кто-то, найдут кучу отговорок. Я уже и так занят, я уже и так творю и так далее. Но поистине светлый человек всегда знает одно. Я могу больше подарить света. Я могу больше найти пин-кодов к сердцам людей. Я хочу этого. Хочу стать, чтобы мое сердце стало еще светлее, чтобы через меня этот свет шел. Не я являюсь источником этого света, Бог является источником. Но каждый из нас, вне зависимости от возраста, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости ни от чего, может стать вот таким почтальоном любви. Я очень надеюсь, что все те, кто пришел в эфир на этот фестиваль, пусть даже приехал, взрослые или дети ли, станут вот такими почтальонами света, и пусть то, что вы сотворите за эти дни, сделает этот мир чуточку светлее. А быть может, это будет взрыв света, я не знаю, кто собрался. Я буду ждать, предвкушать и ждать нашей встречи с вами. Вот такое вот небольшое приглашение. Встреча с Мариной Таргаковой пройдет 24-го в 10 утра, поэтому приходите, пожалуйста. Мы поговорим не только о творчестве как инструменте, но и о творчестве как путь всей жизни, о предназначении людей, которые занимаются, выбирают этот путь. Поэтому я надеюсь, что нашим молодым кинопроизводителям будет очень важно увидеть эту встречу и пообщаться. Пожалуйста, приходите. Думаю, что это будет интересно для вас. Также еще мастера, которые не смогли подключиться, но просто передавали тоже вообще пламенные поздравления, и они очень сильно ждут встречи с вами. Это актриса и режиссер Елена Цыплакова. А еще это мой мастер любимый, благодаря которому я стала режиссером. Также это актриса удивительная Дина Корзун. Это потрясающие композиторы детских мультфильмов и фильмов. Это Марина Ланда и Сергей Васильев. Наверняка все смотрели мультсериал «Смешарики» 100%, да, «Летающие звери». Так вот, удивительные песни, удивительную музыку написали именно они. А также у нас будет встреча с режиссером и сценаристом Татьяной Мирошник, где она поделится своими лайфхаками по сценарному мастерству для всех желающих. Да, подробнее о расписании вы можете узнать на нашем сайте киносвет.орг. Смотрите там, когда будет происходить встреча. Также для тех, кто перешел в чат Telegram, мы будем каждый день дублировать и оповещать, что ребята, приготовьтесь, скоро встреча, не пропустите. Вот, а сейчас? Да, а сейчас хочется еще сказать немного слов о команде фестиваля, потому что для нас они герои 100%, потому что это люди, которые целый год создают этот фестиваль, ежедневно отправляют вам письма, отвечают на письма. В этом году они создали 2 фестиваля, потому что первый фестиваль был, эта встреча в Минске, потом срочно все поменялось, срочно все изменилось. И сейчас они в короткое время сделали новый онлайн-фестиваль для нас с вами. Поэтому это действительно герои. Спасибо большое. И в чате Телеграма есть, уже сегодня они даже начали знакомиться с вами, да, это Мария Велигурова, это Мария Полозова. Для английских участников это Анжелика Высоцкая, это Александра Кашталян, да, это в английском чате, да, будет общение с вами. Поэтому, пожалуйста, если вы видите, знаете, что у вас есть какой-то вопрос именно к ним, вы можете выделить в чате, да, написать или просто, дорогие организаторы, подскажите, пожалуйста. И мы искренне верим, что они всегда в любое время, кроме ночи, ответят на ваши вопросы, подскажут, помогут. Поэтому знайте, что вы не одни. Вот, вы всегда, если что-то не так, да, какой-то резко вопрос появился, спрашивайте, пожалуйста, мы будем только рады вот, как-либо помочь. Да.
Вот. Ну и, конечно, мы будем благодарны за вашу поддержку, потому что, правда, 3 года мы проводили фестиваль в одном формате, и мы уже знали, как это делать, да, что сделать, чтобы вам было хорошо, уютно, тепло, вкусно. А сейчас мы такие новички, мы, правда, сами пробуем, как это будет, что мы сможем сделать, все ли у нас получится. Поэтому, пожалуйста, мы просим вашего терпения, понимания и даже помощи, наверное, да, для всех нас. Если у вас есть опыт, конечно, мы будем рады вашим откликам, вашим подсказкам. Но сегодня вроде мы смогли победить звук, да, и во второй части встречи он уже себя ведет намного лучше. Мы победили звук! А все почему? Потому что у нас нет еще мастера звукорежиссера. Точно. Мы справимся к следующему году обязательно. Ну что, будем завершать нашу встречу и хотим сказать, что фестиваль 4-й международный детский фестиваль кино и телевидения «Киносвет» объявляется открытым! Ура! Ура! И еще один такой подарок, наверное, нашего сегодняшнего вечера. Это премьерный показ фильма победителя фестиваля в номинации «Специальный приз». Фильм для подростков, для детей, для всех желающих посмотреть, который называется «Вызов принят». И мы Премьера его, да? Да. Премьера его начнется здесь, на этом канале Киносвета через 10 минут. Поэтому у вас сейчас есть 10 минут для того, чтобы вы могли попить водички. Взять вкусненькое что-нибудь. Взять, да, сладенького с собой, устроиться удобно перед мониторами ваших телевизоров, ноутбуков, телефонов и насладиться приятным просмотром этим замечательным фильмом. А мы не прощаемся с вами. А ждем вас в чате, где будем уже дальше общаться. Спасибо всем большое, кто был с нами. Мы желаем вам хорошего вечера и приятного просмотра.